Я собираюсь его схавать. Посмотрите, какой громадный гирос. Какой-то неповторимый, дикий вкус. Блин, она реально вкусная. Всем привет! Вы на канале Living in Paradise. Все о жизни в Греции. Для вас мы сняли ролик, в котором мы завтракаем, обедаем и ужинаем исключительно в заведениях греческого стритфуда. Видео получилось вкусным и с национальным колоритом. Мы очень старались, смотрите до конца, комментируйте, ставьте лайки. Для нас очень важно ваше мнение. Всем приятного просмотра, погнали! Поскольку мы являемся родителями, то перед нашим путешествием по греческому стритфуду мы решили приготовить завтрак для наших детей и заодно показать вам, какими вкусняшками у нас начинают день. Сейчас утро, мы пришли пораньше к пекарне, чтобы купить свежую выпечку. Тут нет заводов, готовящих впрок, поэтому если встал поздно, придется выбирать из того, что есть. Эти ароматные хрустящие булочки, добротно насыпанные кунжутом, кулури, визитная карточка салоников. Говорят, что только в салониках пекут настоящий кулури. Эту булочку можно сочетать практически с любыми продуктами. Ветчина, сыр, масло, мед и многое другое. Это греческий йогурт. В отличие от классического, в нем вдвое больше белка, но меньше углеводов и калорий, а значит, он очень полезен. Друзья, я не удержался. Вкус этого йогурта просто неповторим, он бомбический. И, к сожалению, отведать его можно только здесь, поскольку в любой другой стране греческий йогурт на вкус будет как дешевая подделка. Вкусный и полезный завтрак для детей готов, и теперь с чистой совестью мы пустимся во все тяжкие и пробежимся по греческому стритфуду. Друзья, мы сейчас подошли к знаковому кафе «Леонидас», который работает с 2001 года. И внутри мы 100% найдем его бессменного хозяина, который следит за качеством продуктов. Пойдемте. Мы решили позавтракать традиционным слоеным пирогом бугатси. Это очень популярное блюдо, и каждый может найти бугатси по своему вкусу, с кремом, сыром, мясом, шпинатом. Друзья, такая нарезка бугатси добавляет массу вкусов. Каждый кусочек пропитывается сахарной пудрой и неповторимым ароматом корицы. Хрустящая корочка снаружи и мягкая, чуть сладкая внутри. Начинка напоминает заварной крем с легким вкусом лимона. У бугатси есть только один недостаток. Это калорийное блюдо. Поэтому здесь надо либо знать меру, либо готовиться к покупке нового гардероба. Это бугатси с сыром. Такое же тесто, но вместо сладкой начинки внутри сыр фета, что придает ей немного солоноватый вкус. Это очень питательное блюдо. Идеальный вариант для завтрака. Ну и какое же утро в Греции без кофе? Греки – жуткие кофеманы. Не зря именно тут зародилась культура холодного кофе. А началось все с фраппе. Это обычный растворимый кофе, который на донышке взбивали с сахаром, добавляли лед и холодную воду. Сейчас почти в любых заведениях можно заказать ледяной эспрессо, Фреддо эспрессо.
который делается как обычный, но после приготовления взбивается с 2 кубиками льда и выливается в стакан со льдом. Безумный леденящий вкус эспрессо. Примерно таким же образом делается и фреддо капучино, и множество других видов холодного кофе. Гостеприимный хозяин кафе, узнав, что мы снимаем про бугацию, рассказал нам ее историю. Говорят, что рецепт бугаци привезли греческие переселенцы из Константинополя. Этот пирог примерно в одно и то же время появился в деревне Додони, недалеко от города Янина, и на севере Греции, в городе Серес. Но, честно говоря, история бугаци не такая вкусная, как сама бугаци. Nasa Kiros? Γεια σου Λάρισα. Να σε καλά. Καλή σας μέρα, παιδιά. За наш завтрак мы заплатили 6 евро, а с вами мы увидимся уже за обедом. И не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Погнали! Только-только наш организм позабыл о сытном завтраке, и вот мы уже готовы к обеду, и спешим вам показать эту вкуснятину. Мы заказали пита гирос и сувлаки. Гирос в переводе это круг, вращение. В нашем случае можно перевести что-то вроде вертела. Его обычно делают из свинины, реже из курицы. Порубленное с вертела мясо заворачивают в поджаренную лепешку питу. Добавляют дзадзики, помидоры, лук и картофель фри. Иногда посыпают орегано. Все вместе в правильных пропорциях и дает этот замечательный, неповторимый вкус гироса. That is so fresh. I'll make it with my hand. It's not from the fridge. One by one, piece for piece. Okay? It's the best gyros in all Europe. 300 kilo. Сувлаки в основном готовят из свинины либо из курицы. Нарезают мясо небольшими кубиками, добавляют соль, перец. Как и у любого шашлыка, существует множество способов маринада с добавлением оливкового масла, лимона, орегано. В общем, на что хватит фантазии. Небольшие кусочки прижарки на углях образуют сбалансированный вкус мягкого мяса и чуть подгоревшей корочки. Друзья, гирос – это топ греческого фастфуда. Царь стритфуда без всяких сомнений. Когда ты вспоминаешь о гиросе, мысли о диете, фигуре, здоровой еде улетают в космос или еще куда подальше и возвращаются только после его уничтожения. Гирос – это разрыв вкусовых рецепторов. Это как шаурма, шаверма, донер-кебаб вместе взятые, но минимум в 100 раз вкуснее. Я собираюсь его схавать. Посмотрите, какой громадный гирос. Друзья, я ем гирос с традиционным греческим соусом дзадзики. Я специально попросил, чтобы мне не добавляли кетчупа и горчицы, чтобы мой гиро не напоминал мне даже отдаленно о Макдональдсе. Кстати, Макдональдс в Греции чувствует себя очень плохо из-за разнообразия вкуснейшего стритфуда. Куда бы мы ни приехали в Греции, нам везде говорят, что вот здесь за углом самый лучший гиро в стране. Поэтому, куда бы вы ни поехали, вы везде найдете хороший качественный гирос. Best gyros in all Europe. У гироса есть только один существенный недостаток. Ну, вы помните о гардеробе. Друзья, и по традиции я запью это сладкой газировкой. Я не готова к новому гардеробу, поэтому предпочла менее калорийное блюдо. Сувлаки – маленькие шашлычки. Безумно вкусно, особенно с дзадзики. С традиционным греческим соусом из йогурта, с добавлением свежего огурца и чеснока. Очень легкий и полезный, поистине эталон здорового питания. Вкусно? Это очень вкусно.
Друзья, после уничтожения гироса и сувлаки мы хотим немножко отдохнуть. Тем более, что время близится к сиесте, становится жарко, а с вами мы увидимся уже вечером. Мы решили подсластить наш вечер, съев вкусное, но очень калорийное блюдо – крепу. Греческий блин с начинкой на любой, даже самый притязательный вкус. Выбирай, что хочешь. Шоколадная паста, орешки, фрукты, печенье. Бывают и несладкие крепы с добавлением колбас, мяса, сыра, соуса, картофеля фри. Такие блины уже можно рассматривать как полноценный обед. Каждое заведение делает тесто по своему рецепту, который хранит в строжайшем секрете, поэтому и вкус таких блинов везде разный. Друзья, мы заказали крепу с шоколадно-ореховой пастой, пастой из белого шоколада, клубники и крошки печенья Орео. И собираемся сейчас ей насладиться в полной мере. Блин, это вообще бомба крепа. Друзья, блины в Греции отличаются от наших традиционных представлений. Их тесто практически без сахара, плотное по своей структуре, а начинки добавляют буйство вкусовых красок. Этот вкус невозможно описать словами. Я здесь могу вам только одно предложить. Приезжайте в Грецию и сами попробуйте. Это неописуемо. Я рекомендую всем пробовать греческую крепу. Да, кстати, у крепы есть только, как всегда, один минус. Помним о гардеробе. После вкусной еды всегда приходит нотка огорчения в виде счета, по которому мы заплатили 10 евро. Когда-то я работал в таком заведении доставщиком и мог лакомиться этими крепами абсолютно бесплатно, но это уже другая история.